Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь французский бордоский хлеб на густой закваске Le Vin Doux. Как сделать закваску, вы видите на экране. На следующий день сделаем аутолис. Для этого смешаем муку, воду. Температуру воды нужно рассчитать, исходя из базовой температуры в 65 градусов. Вот у меня вода была холодная. Как рассчитать базовую температуру, вы наверняка знаете. То есть от 65 градусов нужно отнять температуру муки и температуру окружающей среды. И вы получите температуру воды. Все хорошо смешать таким образом, чтобы не осталось сухих участков с мукой, и оставить на аутолис. Полуцельнозерновая пшеничная мука означает, что эта мука имеет 50% выхода. То есть по отношению к цельнозерновой муке, которая имеет 100% выхода, эта мука имеет 50% выхода. Если у вас такой муки нет, возьмите муку второго сорта. Все смешиваем и оставляем на кухонном столе. Вот мы видим, что закваска у меня готова. Она провела несколько часов после приготовления в холодильнике. Отмеряем необходимое количество. Закваску я также сделала на полуцельнозерновой пшеничной муке. Если у вас такой муки нет, используйте муку второго сорта. Добавляем по прошествии 30 минут аутолиза, добавляем закваску. Добавляем соль и воду. Делаем суспензию для лучшего растворения соли. Делать это не обязательно, но у меня соль немножко грубая, поэтому я предпочитаю сделать суспензию. Соль мы вносим спустя пару минут после начала замеса, для того, чтобы дать клейковине сформироваться еще лучше. Существует два лагеря пекарей в отношении того, когда же именно нужно вносить соль. Есть лагерь пекарей, которые придерживаются точки зрения, что соль можно вносить в самом начале, а есть те, кто придерживаются той точки зрения, что соль нужно вносить ближе к концу. И та, и другая точка зрения имеет научное обоснование, но я вот придерживаюсь точки зрения, что желательно немножечко подождать. После того, как мы вымешали тесто, степень вымешанности определяется отхождением теста от дежи тестомеса, а также накручиванием на крюк. Но самое главное, это, конечно, тест на глютеновое окно. За счет того, что мука у нас полуцельнозерновая, тонкого глютенового окна получить никогда не удастся. Но мы должны посмотреть, если тесто у нас имеет связное состояние, оно готово. Делаем замер температуры. Желательная температура теста должна быть 25-26 градусов. Если температура где-то на 1 градус у вас превысит, это не так страшно, но желательно, конечно,
не превышать более чем на 2 градуса. Опять проверяем. Мы видим, что у нас уже клейковинный каркас достаточно хорошо развился, несмотря на то, что у нас мука полуцельнозерновая. И на этом этапе мы можем постепенно вносить мочку из семян. Семена можно слегка предварительно обжарить, а затем замочить в воде. Мочку желательно делать также с вечера, когда вы делаете закваску. Или если вы делаете закваску в тот же день, то делайте мочку в то же время, как и вы делаете закваску. Закваска будет у вас зреть примерно 3 часа, если вы делаете в тот же день. Этого времени будет также достаточно для того, чтобы семена набухли и вобрали в себя всю воду. Делаем вмешивание семян на самой низкой скорости. Я зачастую помогаю себе руками, потому что тестомес не всегда с этой задачей хорошо справляется. Ну вот, делаем опять же замер. Желаемая температура теста, как я уже сказала, должна составлять примерно 25-26 градусов, не больше. Очищаем все. И выкладываем тесто в смазанный маслом контейнер для брожения. Слегка организуем кусок теста для того, чтобы он не лежал бесформенной массой. Вот мы видим, что клейковина у нас достаточно хорошо развита, несмотря на то, что мука у нас полуцельнозерновая. Неплотно накрываем крышкой и оставляем на брожение, после чего убираем в холодильник. На следующий день достаем тесто. Смачиваем рабочую поверхность водой. Смачиваем руки водой. И осторожно, стараясь сохранять в тесте газ, выкладываем тесто на рабочую поверхность. Подкатываем шар осторожно. Так, осторожно подкатав шар, оставляем, прикрыв крышкой на 30 минут при комнатной температуре. За это время тесто успевает расслабиться и слегка согреться. Делаем формовку таким образом, чтобы заготовка у нас приобрела рустикальный вид и раскрылась по шву. То есть надрез мы делать не будем, а вместо надреза используем шов. Для получения шва следуем вот такой вот технике, которую вы сейчас видите на экране. При работе с тестом стараемся, опять же, обращаться с ним осторожно и по возможности сохранять накопившийся газ. Так вот складываем конвертом. Опять же присыпаем для того, чтобы шов у нас не склеился.
а раскрылся при выпечке. Так вот, еще раз хорошенько покрываем шов мукой и выкладываем в корзину для расстойки. Накрываем шапочкой для душа и оставляем при температуре 26-28 градусов минимум на 1,5 часа. Смотреть нужно по состоянию теста. Делаем тест пальцем на готовность. Если у нас остается небольшое углубление, которое примерно на 50% возвращается в свою исходную форму, заготовка готова к посадке в печь. Выпекать можно как на камне, так на раскаленном противне или в чугуне. Я решила испечь в чугуне. Открываем и выпекаем первые 20 минут с паром, то есть с крышкой, а затем без пара, без крышки еще 20-25 минут. Даем хлебу остыть на решетке и дегустируем. Этот хлеб является очень вкусным, универсальным хлебом. И несмотря на то, что он испечен из полуцельнозерновой муки, мякиш у него достаточно воздушный, пышный. И такой хлеб подойдет к самым разным блюдам. Я настоятельно рекомендую вам испечь этот хлеб, и вы совершенно точно не пожалеете. Пеките на здоровье!